Здравствуйте, с вами Екатерина Смирнова, и сегодня мы пишем зиму в Центральном парке Нью-Йорка. Мы начнем с написания неба, очертания города, затем переднего плана с деревьями и в конце концов напишем снег. Вам понадобится акварельная бумага торшон, краски ультрамарин, черная или серая пейна. Для снега мы используем белую гуашь. Выберите кисти, с которыми вы наиболее уверенно работаете. Я рекомендую иметь хотя бы одну заостренную кисть и одну большую. Используя брызгалку с водой, я намочу бумагу. Затем большой кистью я равномерно распределю воду по всей бумаге. Я хотела бы обратить ваше внимание на маскировочную ленту Ничебан, которую я использую, чтобы защитить границы моего альбома. Бумажным полотенцем я убираю излишки воды. Если смешать ультрамарин и серую пейну, то получится красивый синий-серый цвет, что отлично подойдет для фона. Еще раз пройдусь по бумаге влажной кистью и, начиная сверху, начнем писать небо. Вы можете сделать этот цвет более интенсивным. Помните, что чем больше воды вы добавите, тем светлее станет краска. У меня всегда есть под рукой бумажное полотенце, чтобы убрать излишки воды и краски. Я также добавлю немного цвета в нижнем углу. Для следующего шага вам нужно полностью высушить бумагу. На сухой бумаге я быстро набросала карандашом здание. Используя ту же смесь ультрамарина и серой пейны, следуя карандашному эскизу, я пишу здание Нью-Йорка. Не обязательно использовать карандаш, хотя, конечно, он поможет вам. Однако постарайтесь работать без карандашей. И теперь, используя воду, размойте нижнюю часть, чтобы она плавно исчезла. Постарайтесь не мочить нижнюю часть работы, поскольку хотелось бы сохранить это белое поле. Вам не нужно следовать карандашному эскизу в точности. Это же не технический чертеж, это живопись. Поэтому расслабьтесь, используйте свое воображение и получайте удовольствие. Чередуйте цвета, добавьте немного больше синего, немного более серого. Я работаю в очень теплой комнате, и к тому времени, когда я закончила писать здание, часть картины уже высохла. Тем же цветом, но немного более интенсивным, напишу некоторые окна. И вы заметили, что нижняя часть немного размывается. Это означает, что эта часть еще влажная. Поэтому после того, как я написала несколько окон городского пейзажа, используя салфетку, удалю излишки. Не торопитесь, потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы добавить более деталей. Но помните, что городской пейзаж очень далеко, и он исчезнет в снегу. Мы работаем над монохроматической картиной, поэтому используем одни и те же цвета. Теперь начнем работать над передним планом и напишем снежные поля, которые мы оставили раньше. Я рекомендую держать вашу кисть параллельно бумаге для создания текстурных линий, слегка касаясь поверхности бумаги. Если же вы правильно выбрали бумагу, желательно торшон, вы получите больше текстур. На более гладкой бумаге линии будут плоские и сплошные. Размойте водой верхнюю часть линии. Опять же, используя бумажное полотенце, я избавляюсь от нежелательных помарок.
Для следующего шага высушите бумагу. Я буду использовать смесь ультрамарина и черной для написания деревьев. Для детальной работы удобнее использовать заостренную кисть. Деревья, пожалуй, не так просто писать. Нужна практика. Но поскольку у нас так много деревьев на этой картине, я абсолютно уверена, что к тому времени, как вы напишете последнее дерево, вы станете профессионалом. Дерево, которое ближе всего к вам, наиболее широкое и темное, чем другие деревья. Помните, что влажная краска всегда выглядит темнее, чем когда она сухая. Поэтому вы можете повторно писать поверхность, чтобы утемнить до того момента, пока вы не будете довольны глубиной цвета. Здесь я решила добавить более глубокий синий цвет. По мере развития картины вы наверняка захотите внести коррективы в некоторые части картины. Когда вы делаете близкие объекты темнее, вы визуально помогаете оттолкнуть задний фон. Белая гуашь и жидкая бумага Aqua Cover обе отлично подойдут для снега. Я смешаю и то, и другое. Давайте попрактикуемся. Желательно, чтобы снег распылялся одинаково, не формируя больших пятен. Поэтому я рекомендую не добавлять слишком много воды к краске. Нужно, чтобы он был непрозрачным. Итак, дамы и господа, let it snow. Я художник из Сибири, и я очень люблю снег. И именно поэтому я буду очень щедра и добавлю побольше снега моей картине. Эта техника эффективна, однако все вокруг забрызгано, включая мои пальцы, но это, разумеется, не страшно. Когда бумага высохнет, я напишу снег на ветвях. Настоящие мастера акварели оставят белую бумагу в участках для снега. Они применяют маскировочную ленту или маскирующую жидкость, или просто пишут вокруг. Однако это урок для начинающих, и мы просто напишем снег поверх картины непрозрачным белым цветом. Картина закончена, давайте удалим маскировочную ленту и подпишем свою работу. Надеюсь, что вы нашли этот урок полезным и интересным. Наслаждайтесь своей зимой, будь то в Нью-Йорке или в другой точке мира. Не забудьте подписаться на мой канал и следить за мной в социальных сетях.